Событие развернулось в маленьком городе Челмсфорд в Массачусетсе, США. Семья, находившаяся на собственном заднем дворе, услышала нежный писк, который звучал как рыдание и доносился из направления сарая. Исследовав место, откуда доносился звук, они обнаружили маленькую шершавую кучку, плачущую и смотрящую на них. Оставить этого малыша невозможно было, особенно учитывая, что он был совершенно один, и о местоположении его матери ничего не было известно. Ответственный за семью созвонился с местной организацией защиты животных, которая незамедлительно прибыла на место. Специалисты осторожно достали юного создания из подполья, и вот тут выяснилась неожиданность: это был не щенок, а маленький лисенок. Животное было настолько отчаянным, что продолжало плакать, даже когда его держали на руках. Зоозащитники приняли решение направить лисенка в Центр спасения дикой природы Нивхоуси Wildlife Rescue. Ветеринары там сразу же провели полный осмотр и определили, что ему около 3 недель, он сильно обезвожен и нуждается в питании. После того, как малыша подкормили и дали ему необходимые витамины, он несколько успокоился, хотя продолжал звать маму. Однако уже на следующий день его состояние заметно улучшилось. Через несколько дней доктор Василакис решил проверить малыша и удивился, обнаружив у себя в кабинете еще одного лисенка. Вначале предположили, что это брат первого, но детальный осмотр показал, что это лисенок другой породы, серой лисы, и в отличие от первого, он был не таким обезвоженным и голодным. Внешне оба лисенка казались схожими, но доктор уловил различия: у первого был белый кончик хвоста, характерный признак рыжих лис, второй был цельнокрашенным. Поскольку они не являлись родными братьями, их разместили в разных вольерах. Кроме того, для второго лисенка была организована экспедиция с целью найти его семью, но, увы, безрезультатно. Сейчас оба малыша чувствуют себя хорошо и к ним подходят минимально, чтобы они не привыкли к человеческому присутствию. Планируется, что как только они будут готовы, их отправят обратно в природу.